Привет, друзья! Сделал запись в одной из своих соцсетей и понеслась, как говорится. И вот это вот за такие записи меня называют Хайд, мистер Хайд, знаете, потому что раздвоение. Тут вроде добрый такой, хороший, а тут вдруг злой такой. Сейчас я вам попытаюсь спокойно кое-что объяснить. Вам это не только тем, кто там напал на меня, начал кричать, потому что начали кричать по поводу... Запись по поводу газов генических, вы, наверное, догадались, да? И вот люди начали писать, что у нас разное отношение к доброте, к великодушию, мы помогаем слабым, опять-таки детишки замерзнут со стариками в генический. Короче, Путин дал газ. И, конечно, дежавю. От имени жителей Геническа мэр этого города на фоне низких температур, сохраняющихся в последние дни, обратился к российской стороне с просьбой обеспечить поставки газа, чтобы не дать жителям города замерзнуть. Ага, это год назад, а вот это вот уже сегодня. Сейчас срочные сообщения. Буквально только что мы получили обращение главы Крыма Сергея Аксенова к Владимиру Путину. Он рассказал президенту о проблемах с газоснабжением в соседних с республикой украинских областях и попросил главу государства разрешить помочь соседям. Это год назад Аксенов рассказывает. Когда поступило обращение о том, чтобы помочь нашим соседям в сложный период, я доложил руководству страны. Соответственно, президент принял решение поставки осуществить. А вот это вот уже сегодня. И тоже Аксенов рассказывает. И все то же самое. Соседи, наши соседи. Поступило обращение от жителей города Генического района Херсонской области Украины. Люди просят разрешения о поставках природного газа с территории Крыма в этот город и в этот район. Там ситуация близка к гуманитарной катастрофе. Ситуация повторяется прошлого года, когда тоже люди в разгар зимы остались без тепла. Год назад. Вот и сейчас Крым, который сам по вине украинской стороны в сильный мороз испытывает перебои с электроэнергией, из гуманитарных соображений греет замерзающий украинский город. Правда, есть один нюанс. За ту добрую поставку так и не расплатились. 18 миллионов рублей подвисло. Мелочевка, конечно. При поставках прошлого года образовалась задолженность 18 миллионов рублей перед ГУПом нашим Черноморнефтегаз. Задолженность до сих пор не погашена, однако ситуация, поскольку там критическая, Владимир, просим вашего разрешения. Но великодушно сказано вперед. Ответ есть. Есть, выполняем. Есть. Там в одном из сюжетов прошлогодних был рассказ о том, что хотя жители Крыма вот с этой стороны лишают там электричества, но они со своей стороны помогают своим соседям, они хорошие. Почему это лишают электричества? Ну вот здесь молодой человек, міліціонер, попытается объяснить. До чергової частини Генічеського районного відділу 20 жовтня о 7 годині 40 хвилин надійшло повідомлення, що між селами Атамань та Новий Труд виявили пошкодження залізобетонної опори високовольтної лінії передач. На нормальном языке, это можно сказать коротко, подрыв опор электропередач. Помните? Ну, то такое, как бы, это вообще, это о другом сейчас будет. Я просто картину, рисую картину, неспешно рисую картину, спокойно. Вот это вот мэр, и он рассказывает, как он попросил у Путина газ. Скажите, пожалуйста, вам Путин звонил или нет? Мне Путин не звонил. А вы ему? Тоже не звонил. То есть вы с Путиным не созванивались. Получается, агентство ТАСС немножечко приврало, да? Да. И мэр рассказывает о том, что город-то обеспечен был украинским газом. Просто в Крыму хранился, мы свое забрали. А мы правильно понимаем, что город обеспечивался газом украинской добычи, и он просто в Крыму хранился? Да, вы правильно понимаете, да. А вопрос поставки газа вообще решил вице-премьер Украины. Я общался с вице-премьер-министром Украины Зубко Геннадием Григорьевичем и с Кругляком Эдуардом Борисовичем. То есть на уровне, только на этом уровне я считаю, что все и решилось. Только на этом уровне все и решилось. Причем тут Путин? И вот те заявления по телевизору, что Путин спасибо за газ и все остальное. Ну вот здесь вот уже мэр Генического стоит, а также глава Генической администрации. Помните это видео? Хорошее, известное видео. Иуде, предателю, спустившемуся с небес Путину. Ну это вы поняли, это когда они газ получили, и вот прошел там пара-тройка месяцев. Путин! Путин, сдавайся, демон! Вот это вот обычная акция, одна из, которые устраиваются
в Генический. Это после того уже, как дали газ. Вот здесь вот опять глава администрации говорит, ну он до этого говорит, я просто вырезал, говорит, хочу поблагодарить агресора, яким сьогодні є Росія. Все лето они танцевали. Мне даже на ум пришла басня Крылова. Знаете, лето красное пропело. Танцевали, вышиванки, флаги, все как надо. А ближе к осени уже руководство Геническое и администрации, они озаботились другим. Надо же в Крым как-то, ну, продукты же не пускать. Мы планируем провести мирную акцию по блокированию перевоза продуктов питания с материковой части Украины на полуостров Крым. И все поддерживают эту мирную и человеколюбивую, гуманитарную, я бы даже сказал, акцию. Глава администрации Херсонской области поддержал эту акцию. И я, как глава администрации Генического района, тоже поддерживаю. Уже начало подмерзать немножко, уже первые звоночки зазвенели, но руководство района этого, они акции начали проводить как раз таки у границы с Крымом и подняли флаг, если вы помните, на 50 метров выше, чем российский. Ще не вмерла в Україні ні слава, ні воля. В домах уже холодает. Украина! В домах уже конкретно холодно. Геническ без газа. Люди уже несколько дней мерзнут в своих квартирах. Все потому, что газовщики не успели подготовиться к отопительному сезону. А почему же газовщики не успели подготовиться? Ну, спрашивают как раз у руководства. Руководство говорит, что да, мы на них пожалуемся, там все такое. Но вопрос, как я понимаю, решен будет. Местные чиновники уже обратились в Кабмін з жалобою на поставщиков газа. Щоб ця компанія понесла відповідальність. Ну и когда уже в воздухе откровенно запахло уже тем самым, тогда и произошло знаменательное событие. Сейчас срочные сообщения. Буквально только что мы получили обращение главы Крыма Сергея Аксенова к Владимиру Путину. Ну вот и здесь вот, в принципе, пора уже объяснять мою позицию. Первое, что я думаю себе, вот летом так часто танцевали, там всякие флешмобы проводили, машинами катались, опять-таки там трусили попами, одетыми в шаровары, что можно было за все это время натанцевать уже несколько миллионов кубометров газа. И если бы просто все геничане выходили и танцевали под чутким руководством своего руководства, то как раз бы все, я думаю, и получилось, без всякого Путина. Но решилось руководство Российской Федерации в очередной раз выручить. И теперь, возвращаясь там, как там, главный аргумент у тех, кто на меня набросился, мол, как ты смеешь над этим смеяться, это же, мы же помогаем, это удел сильного всегда помогать слабому, это наше проклятие помогать вам. Вот здесь вот я просто бегло ознакомился там с новостями Российской Федерации, потому что это не моя страна, и вот наткнулся на кое-что свеженькое. Пустая каша, суп без мяса и 2 кусочка хлеба в сутки. Это не воспоминание о голодном послевоенном времени, сегодняшний день. В доме престарелых Якутска морят голодом одиноких стариков. Не, ну говорят, что вроде как будут разбираться, почему там старики от голода. В общем, это вот они как бы заслуживают чего-нибудь гуманитарного. Я просто для себя интересуюсь. Второй вопрос. На Донбассе, когда мы раздаем наши пенсии, ни одна, ни 2 бабушки было. Это сейчас стало тенденцией уже. Мы встречаем, а бабушка или там дедушка голодные. Просто тупо голодные. Мы их спасаем от голодной, но я не знаю, наверное, по ходу смерти. Вот у этих бабушек, дедушек правительство Украины украло пенсии. Украинская власть украла пенсии. И сейчас я подведу к основной своей мысли. Вот смотрите, еще нашел. Свежачок.
Идет речь о том, что в целом, в общем объеме госпрограммы будут сокращены на 10%. Ну, я полагаю, что эти все сокращения связаны как раз с высоким уровнем экономического развития за последние пару лет. Ну, правильно я полагаю. Также я полагаю, что именно этот высокий уровень развития позволяет давать своим гражданам России газ бесплатно. Точно так же, как его поставляют в Геническ. Ну, да? Сложная экономическая ситуация в стране коснулась буквально каждой сферы. Наука исключением не стала. Рост курса валют заметно ударил по работе отечественных исследователей. С формированием бюджета на медицину в 2017 году проект Минфина подразумевает сокращение на 33%. Но все это связано исключительно с конкретным ростом. Ростом во всех сферах. Я надеюсь, вот этими вот кусочками я просто аргументировал свою позицию тем, которые кричат, что мы такие сильные, мы такие мощные, что можем помогать всем. Так вот, возвращаясь к бабушкам и дедушкам на Донбассе, у которых украинское правительство украло банально пенсии. Смотрите, вот представим, я попытаюсь на пальцах, представим, что есть дети, они живут, существуют в семье, где мать и отец алкоголики. Причем алкоголики вообще напрочь убиты. Алкоголики, наркоманы. Им плевать на этих детей. Но есть добрая соседка, которая постоянно приходит и загревает деньгами этих алкоголиков. И они могут за эти деньги что-то там купить, какие-то там кости, я не знаю, и бросить этим детям. И дети продолжают существовать. И соседка себя чувствует, наверное, что она такая просто вау. Она рассказывает знакомым своим о том, что посмотрите, как я вон там вот помогаю этому существованию. А на самом деле, мне кажется, лучше было бы, чтобы детей у этой семьи наркоманов просто отняли, забрали. И я всем сердцем хочу, чтобы эта власть растворилась, чтобы она ушла в никуда, чтобы она, с моей страны, чтобы она куда-то сквозь землю провалилась. Я очень хочу, чтобы эта власть поскорее просто затасовалась в самолеты и улетела куда-то, сбежала, оставила мою несчастную страну в покое. И я хочу, чтобы это случилось мирным, спокойным, законным способом, конечно же. Но кто-то делает вид, что он такой добрый и помогает постоянно этой власти выпутываться из проблем. Что такое проблема с газом в Геническе, там на местном уровне? Эта проблема родилась из неумения, из криворукости местных чиновников, которые вместо того, чтобы подумать о зиме и о газе, поднимают флаг на 50 метров выше. Мне очень жаль стариков, мне очень жаль детей, инвалидов. Да мне всех жаль, здоровых людей, которые мерзнут. Мне тоже жаль. Но эти люди, возможно, в следующий раз не избрали бы эту власть. Эти люди, возможно, начали бы думать не шаблонами, которые им скармливает телевизор, а своим мозгом, своим охладевшим мозгом. И возможно, что жизнь начала бы улучшаться. Потому что надо показывать криворукость этих чиновников, а не помогать им выходить из ситуации. Я все жду, когда Россия будет пополнять бюджет Украины, который криворукие уже наполнить не могут. Но Россия же такая богатая и на первом месте в мире уже по экономическому развитию, что она должна пополнить, я думаю, бюджет. Тем самым помочь вот этой вот преступной, тоталитарной, совковой власти продержаться еще чуть дольше, еще дольше. Я бы не хотел, чтобы там случились какие-то катаклизмы. Я бы не хотел, чтобы там что-то там, я не знаю, какая-то поломка произошла на каких-то энергоблоках. Нет. Но если водитель автобуса не умеет его водить, едет по кочкам, то не надо помогать ему вести. Надо сказать ему, пошел вон отсюда. И мы хотим другого водителя. Всем тем, кто не понял глубины моей мысли, моего послания, советую еще раз пересмотреть этот видеоблог. А пока что проблема в Геническе решена. Я уверен, решена благодаря стараниям вот этого вот клоуна, одного, второго, третьего, а также мудрой политики Кабмина Украины. Пока.